Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. В этом видео я покажу вам, как я ухаживаю за своим компьютером. Мы вместе с вами проведем чистку клавиатуры, мыши, всего рабочего стола и отдельно системного блока. Итак, ребята, поехали! Я приобрел вот такой вот набор специальный от компании SteelSeries. Называется Gaming Accessories Care Kit Combo. Здесь два таких вот аэрозоля. Один для чистки пластика, другой для чистки дисплея. Также есть микрофибра. Сейчас мы его вскроем и протестируем. Но перед этим, перед чисткой, нам обязательно нужно выключить компьютер. Я пользуюсь пылесосом по одной простой причине, чтобы всасывать ту пыль, которую я буду стряхивать с компьютера. Для начала мы просто удаляем всю пыль с поверхности системного блока. Итак, я удалил всю видимую пыль с поверхности системного блока. Теперь я снимаю все верхние панели, которые очень легко снимаются. Вот таким вот образом. Это верхний фильтр. Сейчас мы тоже его отдельно пропылесосим. Здесь у нас радиатор верхний. Тоже мы сейчас также его пропылесосим. Здесь верхний, первая лицевая панель. Под ней видите, сколько пыли. Есть второй фильтр. Перед тем, как его снять, его желательно пропылесосить, чтобы эту пыль не распространить. Пропылесосим ее отдельно с внутренней стороны, чуть позже. Также у нас есть еще нижний фильтр. Тоже здесь желательно сейчас быстренько я пройдусь. Этот фильтр практически чист. Его можно опять вернуть обратно. Теперь мы сейчас почистим от пыли верхний фильтр. Устанавливаем фильтр обратно в таком же порядке. Очень легко устанавливается. Сначала вставляем впереди пазы, потом просто защелкиваем сверху. Так, теперь мы просто сейчас возьмем и также сверху пройдемся по переднему внутреннему фильтру. Ставим сюда его обратно. Так, теперь мы почистим с вами верхнюю панель. Вот как бы здесь тоже есть две боковые сеточки. И теперь возвращаем обратно. Вставляйте сначала снизу, потом сверху. Вот таким вот образом. Можем немножко отодвинуть его вот в сторону, чтобы можно было приоткрыть стеклянную дверцу с этой стороны. В принципе, из-за наличия большого количества фильтров пыль вовнутрь просачивается очень мелкая, но просачивается все равно, но ее не так много. Поэтому я иногда периодически также провожу так легкую чистку. Просто при открытой двери. В течение 2 недель никаких таких больших загрязнений не происходило, потому что я чищу корпус периодически, часто. По завершению нашего процесса чистки от пыли корпуса надо обязательно тоже пройтись по задней панели, потому что вся пыль, которая находится, так сказать,
внутри она выдувается с этой стороны, то есть потому что здесь находится один большой 140 миллиметровый кулер, и здесь очень много пыли тоже бывает скапливается. Кстати, в моем плейлисте по этому корпусу C700M вы найдете очень много интересных видео касательно этого корпуса, то есть начиная от распаковки, сборки компьютера, установки дополнительных кулеров. Я добавлю этот плейлист в верхний правый угол, подсказку, также будет и в описании к этому видео тоже. Так что заходите, смотрите, если вам интересно. Давайте пройдемтесь по задней панели тоже. Итак, друзья, вот я убрал все самое, как говорится, такое, да, то, что может мешать нам в процессе уборки. Теперь нам нужно удалить пыль с поверхности. Вот этот набор я приобрел специально для того, чтобы почистить мышку и клавиатуру. Здесь в набор входит такая вот микрофибра с логотипом SteelSeries. Так же, как и наша мышка и клавиатура. Кстати, обзоры на мышку и клавиатуру есть у меня на канале. Добавлю видео в описании и в подсказку. Вот здесь есть вот два таких флакона. Все, коробочка пуста, ребят. Так, это очиститель пластика, а это очиститель дисплея, да, наверное, мониторов. У меня, в принципе, мониторы они не заляпаны, я, как говорится, аккуратно использую. В любом случае проверим. А что нельзя сказать о клавиатуре? Видите, здесь есть как бы пятна пальца. Поэтому давайте вместе с вами тестируем вот этот вот. Наверное, скорее всего, лучше его нанести на поверхность микрофибры. Давайте теперь пройдемся по мышке. Вот так вот выглядит, видите, чем-то напоминает вазелин, что ли, или силикон, не знаю, чем-то такое. Но он такой запах маслянистый, немножко запах есть у него. Мышка SteelSeries Rival 650. Видите, смотрите, он протирает, но не доводит до блеска, а опять становится матовым. Зато все пятна удаляются. Особенно часто затираются вот эти вот боковые резинки. Нажал на клавишу, так как компьютер выключен, мышь начала моргать, что нет подключения. Ну, это естественно, что нет подключения. Вот, ребят, смотрите, после такого, да, простого, так сказать, можно сказать, действия, сейчас вот он улетучивается, да, это средство улетучивается, и вот можете оценить результат этого чистящего средства для пластика SteelSeries. Можно приобрести, так же как и я, с официального сайта.
Да, ребят, а теперь протестируем вот это вот средство для чистки дисплея. Только я взял уже другую, да, микрофибру чистую, ну, чтобы не использовать ту, которую я использовал для средства для пластика, да, потому что она какое-то жирное было. Также мы сюда наносим необходимое количество. Ну, немножко так сделаем. И попробуем. Ну, запах такой спиртовой, немножко спирт есть. И вот так легкими движениями. Вы видели, что я предварительно удалил пыль. Вот такую, да, в большом количестве. И теперь просто не нажимая сильно, так просто легкими движениями пройдемся. Можно также и веб-камеру тоже аккуратненько протереть. Итак, друзья, как вы видите, процесс чистки моего рабочего стола и всего, что на нем находится, полностью завершен. То есть для этого не нужно ничего сверхъестественного, нужно просто желание, пылесос, щеточка. И если вы захотите, можете приобрести такое средство, как и я. Оно, в принципе, выполняет свою функцию. Если данное видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь, включите колокольчик, чтобы не пропустить новых интересных видео. Напишите в комментарии, как вы чистите свой компьютер, свое рабочее место и сколько раз в месяц. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!